Всех приветствую! Сегодня покажу одну монету, к которой стоит очень пристально присмотреться. И пока она на дне, ее можно будет купить с очень хорошими перспективами. Но об этом немного позже. Сегодня в видео я проведу небольшой эксперимент. Немного поменяю формат видео, прогноз и обзор графиков, все это будет, как всегда. Но включу немного статистики, немного новостей. Не всех подряд новостей, потому что новости это полная ерунда. А новости с точки зрения обратного на них взгляда. Если смотреть на рынок, то у нас за последние сутки кто-то хорошо растет, кто-то имеет отрицательный рост, как у нас любят говорить. Идет своеобразная проторговка. Если смотреть на биткоин, то он получил рост шортов. Это если смотреть статистику Bitfinex. Шорты потихоньку растут, лонги также, но намного меньше. По эфириуму вообще позиции сокращаются, и лонги, и шорты пошли вниз. Ripple, если глянуть, то шорты здесь просто зашкаливают. Больше 170% роста шортовых позиций. Похоже, никто и не надеется больше на рост. Если же смотреть позиции лонгов и шортов по нескольким биржам, это BitMEX, Binance, то здесь ситуация кардинально другая. По Bitfinex практически все в лонгах, BitMEX и Binance сохраняют такой нейтралитет. BitMEX вообще почти 50/50, Binance все-таки лонгов побольше. Ну и в сумме получается, что шорты потихоньку растут, но основные позиции, естественно, на лонг. В плане сумм, количество здесь не отображено, но крупные деньги стоят на лонг. По эфириуму, в принципе, такая же ситуация. Средние показатели 60% лонгуют эфириум. Если же смотреть индекс страха и жадности, недавно он достигал отметок 11. Это было исторически самое минимальное значение за месяц. Это очень хорошо, потому что при достижении таких минимальных показателей график в скором времени должен разворачиваться наверх. Это один из самых низких показателей. То есть толпу напугали, они сейчас все боятся заходить в рынок и ждут еще большего снижения. Это хорошо для того, чтобы пойти наверх, так как рынок всегда идет против толпы. Напомню еще вот об этом графике, о котором я говорил не так давно в одном из предыдущих видосов, о том, что мы еще даже не дошли до конца своего пути. В последние два булрана мы как минимум доходили до красной зоны. Сейчас же мы посетили просто оранжевую зону и уже скатываемся вниз. Сейчас мы находимся в зоне ходл. То есть, в принципе, на данных позициях точно не стоит продавать, а просто держать. Возможно, даже стоило бы докупить. При каждом предыдущем росте мы возвращались в зону ходл, и здесь задержались мы, и здесь. Но потом нас оба раза ожидал рост. Не забывайте про этот график. Что касается ликвидаций за последние сутки, то при масштабном последнем проливе нас ликвидировало на очень большую сумму. Это практически второй показатель за последнее время. Стоит понаблюдать за данным графиком, так как после прошлой максимальной ликвидации, если смотреть на цену биткоина, то мы также отросли немного наверх, а потом обновили лой перед тем, как пойти в рост. То есть еще раз проверили, есть ли еще собрать ликвидности. Здесь такая же ситуация. Было большое количество ликвидированных позиций, отросли и еще раз обновили лой, и потом пошли только наверх. Сейчас практически такая же ситуация. Большое количество ликвидировали, отрастаем, и, возможно, перед тем, как пойти в рост, вполне вероятно, можем еще раз сходить и протестировать, так сказать, предыдущий лой на наличие открытых позиций для ликвидации. Ну и многие любят обращать внимание на то, что же там закупает Grayscale. Они же у нас умные дядьки, поэтому знают, что брать. И они в последнее время за месяц, за 7 дней, за 24 часа постоянно набирают Litecoin. Обязательно сегодня мы посмотрим, что же там такого интересного, что они постоянно его набирают. Что же касается новостей. Если рассматривать публикации иностранных изданий, Рейтер пишет: Маск говорит, что не продавал и не будет продавать Dogecoin. То есть еще раз вспоминают Маска, который недавно уронил биткоин и теперь продолжает нахваливать свой Dogecoin. Forbes также поставил на обложку своего недавно популярного твита Илона Маска: биткоин-быки продолжают жить, несмотря на распродажу в несколько миллиардов долларов. Bloomberg, тоже очень крупное мировое издание, генеральный директор Tesla Илон Маск говорит, что аудит возобновляемых источников энергии, используемых крупными биткоин-майнерами, может помочь развеять опасения по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду. Маск у нас просто на всех главных позициях новостных по криптовалюте. И еще одна публикация Financial Times. Масштабы потери восстановления биткоинов
за такое короткое время в сочетании с лихорадочным характером торговли показывают, как, несмотря на быстрый рост индустрии цифровых активов, многие системы, лежащие в основе рынка, остаются хрупкими и заикаются. Какой можно сделать вывод из данных публикаций? Здесь у нас снова проплаченные посты про Dogecoin, чтобы его не забывали. Здесь у нас снова Илон Маск и намеки на то, что лонгисты все еще живы и рынок может пойти наверх. Bloomberg нам заявляет, что не все так плохо с экологичностью и, возможно, какая-нибудь проверка все это дело развеет. И Financial Times сообщает, что биткоин за короткое время восстановил свои позиции, но и не забывает упрекнуть его в том, что он все еще хрупкий и никому не нужный. Какой можно сделать вывод? О том, что потихоньку опять начинается разогрев людей, что это было дно и стоило бы откупать, лонгисты еще живы, экологичность можно проверить и восстановить, восстановление битка у нас сильное, а Маск вообще свою крипту не продает, даже при падении продолжает держать, намекая на то, что и вам бы стоило это делать. Из чего я могу сделать вывод, что рост криптовалюты, даже если она еще немного и просядет, то в скором времени она восстановит свои позиции и обновит хаи. Ну и про обещанную монетку, если зайти на календарь событий и сделать вот так, 100 монет из топа категории, что у нас может повлиять на рост монеты? Airdropы, форки, что еще? Партнерства какие-нибудь да и все основное. Если какие-то еще типы событий могут повлиять на рост монеты, пишите в комментариях, в следующий раз их посмотрим. Но на данный момент выходит вот такое. BitTorrent. И это всего лишь 2 новости, больше ничего нет. То есть в ближайшее время первая раздача начнется после снимка 10 июня. То есть совсем скоро будет раздача каких-то там монет держателям BitTorrent. График сегодня его посмотрим. И данную монету, с учетом того, что у нее неплохая новость впереди, можно было бы прикупить и держать до получения неплохих профитов. Давайте сразу же и глянем BitTorrent тогда. Еще прям до биткоина. Вот он BTT. Что у нас на нем видно? Смотрим на 4 часах. Коррекция у нас затянулась, но даже после усложнения мы получили неплохие откупные тени. И если все-таки коррекция в скором времени завершится, то данная монета может дать отличный процент. До первой цели здесь 200%. Не уверен насчет вот этой разволновки, так как сквизанули прям вниз, собрали здесь все стопы, тени и зашли за волну 1. Сейчас я ее перепроверю. Но вот здесь сомнительно, конечно. Волна 1 вполне могла завершиться и вот здесь. Здесь тоже был хороший выброс объемов, а рост объемов, следующий уже более масштабный, начался в рамках волны 3. И мы, получается, что не добили до волны 1. Если данная разволновка по-прежнему верна, то стоит дожидаться у нас отскока, заходного импульса. Сейчас посмотрим, есть ли он у нас. Нет, пока заходного импульса нет, пока он еще не сформирован. На удачу, кто хочет, может отсюда брать и ждать большого профита. Кто хочет подтверждений, то нужно, конечно же, дождаться. Когда заходной совершится, на откате берем и наверх. Стоп за основание. Первая цель – предыдущий хай. По BitTorrent прогноз вполне совпадает с тем, что у него скоро airdrop и будут его затаривать. Он может хорошо затузумунить, если выкатит новость какой-нибудь Binance, что он поддерживает там airdropы. И давайте посмотрим, конечно же, теперь на биткоин. Что у нас по данной крипте? Получили заброс наверх. В комментариях вы даже писали, когда же у нас все-таки будет заходной. Но мы не смогли пробить здесь уровень сопротивления. По-прежнему есть вероятность слива. Здесь нет ни диверов, ничего, поэтому стоит все-таки дождаться подтверждения роста. Его пока нет. Это не значит, что мы 100% обновим лой. Возможно, дно уже было здесь. В глобальной перспективе, повторю еще раз, я жду все-таки движения наверх и восстановления позиций по криптовалюте и по биткоину в частности. Поэтому прогноз все так же в лонг наверх после того, как будет заходной импульс, который подтвердит разворот. Что у нас по эфириуму, давайте глянем. Здесь такая же ситуация. Далее отскок наверх, но пошли дальше вниз. Поэтому здесь также вопрос о развороте пока не стоит, точнее о его подтверждении. Здесь его нет. Глобально также в лонг. Глянем Ripple по Ripple. И здесь все то же самое. Вся крипта сейчас, в принципе, также находится на данных позициях. После большого слива не может, так сказать, прийти в себя. Идет проторговка и нужно просто ждать.
поспешные входы могут сыграть с вами злую шутку. Залетите в лонг, а он возьмет и обновит лой и вас всех ликвидирует. Если, например, вы на марже. Возьмете шорт, а он возьмет и пойдет наверх. Поэтому здесь набирают позицию, здесь смотрят, кого будет больше, кого выгодней. Как говорится, оставить за бортом, и здесь только ждать. Так, посмотрим еще несколько монет. BitTorrent мы посмотрели. Litecoin. Litecoin я отметил, потому что его закупал Grayscale. Что у нас по данной монете? По данной монете мы пролились аж ниже расчетного импульса, расчетной зоны. Что у нас на дневке? На дневке все выглядит пока хорошо. За пик волны 1 мы не зашли, прямо остановились возле него, закрылись выше скользящий средний, и теперь ожидаем, когда же случится у нас долгожданный разворот. Но это хорошее место было для закупа подешевле, но рисковое, так как не было еще подтверждения этого разворота. Но тот фонд Grayscale они обычно на долгосрок берут, так что им не так уж это и важно, потому что в долгосроке, скорее всего, Litecoin все равно пойдет выше обновлять свои хаи. И даже если с данных уровней, с $200 за монету, мы пойдем на предыдущий хай, это будет около 100%, а значит позволит удвоить свои вложения. Что касается локального движения, здесь также не было никакого заходного, пока что выглядит это как отскок. И вполне вероятно мы можем еще раз протестировать лой, либо его даже обновить. И рассмотрим еще пару монет. Они были присланы в донат. Большое спасибо за поддержку канала. Вы присылаете и просто так в благодарность, и просите рассмотреть монеты. Всегда приятно, всегда мотивирует это записать ролик после такого. Что у нас по SXP? Предыдущий прогноз также еще валиден. Идет откат после завершенного импульса. И мы пока что откупаем после достижения нашей скользящей 200-ки. Если смотреть также поближе, то здесь аналогичная ситуация, как и на многих криптовалютах. После пролива идет своеобразная такая проторговка, и я бы, конечно, дожидался нормального отскока и после этого бы заходил более надежно. Потому что если рассматривать структуру данного движения, то здесь она выглядит пока что как импульс. Это не значит, что мы еще одну будем волну рисовать, потому что вполне вероятно, что, например, вот здесь могла закончиться волна предыдущая, и здесь мы имеем АБЦ-шку. Пока локально стоит рассматривать данное движение, данную структуру и ждать подтверждения. Давайте посмотрим, есть ли у нее вообще какие-то новости, какие-то события по SXP. По ней ничего серьезного. Финансовый свайп, выпуск белой книги, запуск. Ну вот в июле. В июле горячее событие. Летом ее ожидают какие-то более-менее адекватные новости. Давайте вот это посмотрим новость. Вот оно подтверждение. Будут сжигать 10 миллионов монет в августе 2021 года. Тоже неплохая новость. Наконец лето. Неизвестно, конечно, как будет себя вести крипторынок до августа. Много может измениться, но вот, в принципе, неплохая новость есть. Глобально, конечно же, пока это выглядит лонгово, но также без подтверждения какой-то остановки дно мы так и не нащупали. Давайте глянем XM. По XM я добавил новый график, так как на том бинансовом графике была история просто какая-то укороченная, поставил хит BTC. Если смотреть на месячный график, давайте глянем, что у нас здесь происходит. На данной бирже здесь все просто идет в рост. Где у нас был лой? Лой у нас был главный, он у нас был в марте. То есть биток в марте не пробил лой, а XM все-таки пробивал. Давайте глянем на дневки. Если лой считать от 20 марта, то мы находимся, даже немного зацепили тенью, но это ничего страшного. В крипте такое очень часто бывает. Главное, чтобы ниже не пошли, там не закрепились. По данной структуре выглядит все неплохо, потому что мы пришли на уровень сопротивления. Ниже, в принципе, вообще нельзя нам идти тут. Даже если будет какой-то пролив, то, возможно, это будет какой-то, опять-таки, небольшой зацеп. На дневке, если смотрим, объемы здесь только увеличиваются. То есть здесь покупают. Дивер у нас имеется на лонг. То есть цена снижается, индикатор прет вверх. Здесь многое говорит о том, что при подтверждении разворота XM может показать свои новые хаи. Естественно, мы пробили все уже имеющиеся какие-либо уровни и зоны. И здесь нам остается только ждать подтверждения разворота, так как и на 4 часах здесь тоже есть неплохой дивер на лонг. Здесь также нужно ждать
нормальный заходной, на откате брать сюда вот стоп. Потому что если это пойдет прям сильно дальше, то это очень, так сказать, грустно уже будет. Давай еще новости посмотрим, что у нас может по Ксему там выходит, потому что он очень сильно вниз полетел как раз таки после, там, по-моему, какого-то airdropа, когда все его набирали, а потом как дружно все слили. Нет, по Ксему даже и ничего нет. Ксем, NEM, никаких новостей. Нет, по данной монете вообще никаких событий. По крайней мере, в данном календаре. Поэтому если его и брать, то обязательно со стопом. Потому что пока что создается впечатление, что это как будто бы какая-то брошенная монета. Это совершенно не так. Это одна из старейших монет, плюс технически здесь тоже много факторов на то, что это в скором времени развернется и пойдет наверх. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение, стоит ли вообще обращать внимание на какие-то новости, статистику смотреть в видеороликах, либо старый формат был в принципе лучше. Всем удачной торговли и счастливо!